Всем привет, дорогие друзья! Вот и закончились новогодние праздники, и можно сделать перерыв от обильных застолий и развлечь себя небольшими путешествиями по Вьетнаму, которые я хочу предложить вашему вниманию. Итак, я продолжаю выкладывать видео из нашего путешествия с юга на север Вьетнама на машине. Очень многие в комментариях меня уже просили это сделать. Напомню, что в предыдущем влоге я рассказывала о городе Дананге, перевале Хайван, и наш путь сейчас лежит в древний город Хуэ. Кстати, если вы еще не смотрели наши предыдущие влоги из этого большого путешествия, ссылки на них я оставлю в описании. К самому городу мы подъезжаем через перевал Хайван и красивейшую бухту Лангко. Кстати, в 2009 году она была включена в список самых красивых заливов мира. Город Хуэ встретил нас дождем, но это ничего. Дождь скоро закончится и снова выглянет солнце. Мы быстро заселились в гостиницу, и уже потом у нас были запланированы экскурсии по городу и посещение различных достопримечательностей. Вот у нас получилась такая гостиница. И как всегда, та-дам! Прозрачная ванная. Но здесь есть жалюзи, можно опустить. Но это, конечно, какая-то совершенно потрясающая, уникальная мода во Вьетнаме, во всех фактически гостиницах. Прозрачные стекла в ванной. Вот две кровати большие и есть большой балкон. Так, смотрю, что опять, кажется, собирается дождь. Конечно, мы уже довольно сильно проголодались и через поиск в интернете нашли интересный ресторан. К нему мы ехали сначала какими-то закоулками, затем резкий поворот, и вот перед нами как будто совершенно другой мир. Вот такие красивые виллы, ухоженная территория, и сам ресторан оказался веганский. О, смотри, тут совсем другая улица, как будто попадаешь непонятно откуда, да, сразу в такой райский уголочек. Цветочки, виллы такие стоят, да. Так, мы приехали в ресторан, а никого нет, у нас никто не встречает. Сейчас посмотрим, но место красивое. Что-то продают, да. Вот, слышите, на улице кричит. Не поняла, что. Тут смотрите, какой парк. Вот ресторан так и называется. Green Garden, зеленый сад. Ух ты. А как мы пройдем? Синчао, синчао. Пойдем покушаем. Посмотрим, что тут есть. О, это сцена тут какая. Можно банкеты устраивать. Прикольно. Вообще красивое местечко. Ну что, народ, как вам? Никого нет, но прикольно. А? Ну прикольно, да? Кстати, я в первый раз в веганском ресторане. Заказали вот такие интересные блюда. Это салат с грибами и с фигами. Это весенние роллы. Вот сейчас попробуем. И что-то у нас еще сегодня мы заказали. Да? Рис. Рис в лотосовой листья. Рис в листьях лотоса. Рис в лотосе. Вот такой рис. Выглядит очень симпатично. Это фирменное блюдо в этом ресторане. Вообще мы заказали все 3 фирменных блюда. Это такой детокс-ресторан. Детокс-территория, да? Ты отдыхаешь от суеты Вьетнама. Здесь такая тишина, релакс. И мне кажется, что я здесь даже сейчас могу представить, как сидят и занимаются йогой. Что ты играешь?
Прикольно. Город Хue расположен в центральной части Вьетнама, на берегу ароматной реки. Его история тесно связана с правлением династии Нгуен. В начале XIX века, в 1802 году, основатель династии Нгуен Цзяо Лонг провозгласил Хue столицей Вьетнама, пока в 1945 году император Бао Дай не отрекся от престола, передав власть Хошимину. Мы сейчас приехали к ароматной реке. Это одна из самых главных достопримечательностей города Хue. Ее название связано тем, что в определенное время года на воду с окружающих холмов падают цветы с ароматных растений, наполняя реку приятным запахом. Эта река протекает через весь Хue, разделяя его на две части. На ее берегах расположено множество исторических памятников, включая императорский город Хue, пагоды и старинные храмы. Особенно красиво здесь на закате, когда солнце окрашивает воду в теплые золотистые тона. Ароматная река – настоящая гордость жителей. Ее чистота и природная красота не только украшают город, но и играют важную роль в жизни местных жителей. Река остается настолько чистой, что удивительно для Вьетнама. В ней купаются, а ее воду даже используют для городских нужд. И именно от этого места, куда мы приехали сейчас, можно взять сити-тур на автобусе или тур на лодке по реке, так как именно вдоль реки расположены основные достопримечательности. Но мы решили все-таки проехаться на автобусе. Покупаем билеты. Стоит один билет 130 тысяч. Такой низенькая окошко, Артем согнулся. Окей. И мы взяли сити-тур. На мой взгляд, это просто великолепная экскурсия. Можно проехаться на автобусе, сразу увидеть все достопримечательности. И если надо выйти, походить. Но сейчас, так как в связи с тем, что сейчас не сезон, еще туристов мало, автобус сити-тур не разрешает выходить на остановках, а просто едет по городу мимо достопримечательностей. Можно их сначала поснимать, а потом отметить себе точки. И, если хотите, можно приехать на эти точки и уже походить отдельно. Вот такие есть здесь еще прогулочные кораблики, на которых можно покататься. Вот мы проезжаем мимо императорской цитадели, но о ней я расскажу чуть позже. А сейчас я хочу показать еще одно важное место. Это колледж, в котором учился Хо Ши Мин, лидер и ключевая фигура в истории Вьетнама. Это одна из старейших престижных школ Вьетнама, основанная в 1896 году французскими колониальными властями. Изначально школа была создана для подготовки элиты, включая местных чиновников для службы в администрации французской Индокитая. Здание школы выполнено в классическом французском колониальном стиле, что подчеркивает ее историческое значение. В школе преподавали французский язык, европейские науки и культуру. Школа продолжает работать и сегодня, как гимназия для одаренных учеников и известна высоким уровнем образования. Она считается одной из лучших школ во Вьетнаме. Друзья, мы сейчас находимся в нашей гостинице, и у нас завтрак на верхнем этаже. И отсюда как раз открывается очень красивый вид на город. Вот там вдалеке императорский дворец, там, где висит красный флаг со звездой. Это как раз вот середина императорского дворца. Отсюда его хорошо видно, как раз он находится возле реки. И как вы видите, через весь город проходит вот эта река. Кстати, эта река на самом деле очень чистая. Она называется Ароматная. В ней люди плавают. И из этой реки идет водоснабжение для всего города. Одной из главных достопримечательностей города является императорская цитадель. Это комплекс дворцов, храмов и административных зданий, окруженных крепостными стенами и рвом. В самом сердце императорской цитадели находится запретный пурпурный город. Это была резиденция императора, доступ в которую имели только члены императорской семьи и приближенные. Цитадель была вдохновлена принципами восточной философии, традиционным вьетнамским стилем и элементами европейской фортификации. Во время французской колонизации Вьетнама Хue оставался формальной столицей,
но власть императора была ограничена французами. Такие широкие стены, 6-метровой толщины. Мы заезжаем в старый город, город в городе. Цитадель состоит из 3 основных частей – крепостной стены, императорского города и запретного пурпурного города. Первая – это крепостная стена и ров. Цитадель окружена внушительной стеной высотой около 6 метров и длиной 10 километров, за которой располагается ров с водой, питаемой из реки. Эти элементы были созданы для защиты и символизировали мощь империи. Здесь тоже за первой стеной есть жилые здания, гостиницы, магазины. Люди, которые здесь живут, очень этим гордятся. И все они думают, что у них также есть частичка императорской крови, и они являются потомками императора. И в этом, возможно, есть доля правды, так как количество жен у императоров династии Нгуен сильно варьировалось и зависело от конкретного правителя. Император мог иметь только одну официальную жену, но множество наложниц. Например, император Тыдык, один из самых известных императоров династии Нгуен, имел около 103 жен и наложниц. Его многочисленные жены жили в гареме в запретном пурпурном городе. Кстати, людей, владеющих здесь недвижимостью, можно смело назвать миллионерами. Но очень редко кто продает здесь свою землю или дом. Они хранят их для своих потомков и думают, что они еще вырастут в цене. И увидев на улице совсем бедно одетого человека, например, торгующего кокосами, на самом деле он может быть богатейшим человеком и иметь миллионы, но только вложенными в землю или в дом. И вот, друзья, мы сейчас находимся в цитадели. Это огромная цитадель, внутри которой есть свой город. Здесь есть и храмы, и суды, и театры. На территории цитадели расположено 10 величественных ворот, каждый из которых украшены изысканными орнаментами и символами. Самыми знаменитыми являются ворота полуденного солнца. Это главный вход в императорский город. Получается, в этом городе несколько крепостных стен. Первую стену проезжаешь, внутри целый город, в котором живут люди. Затем проезжаешь вторую стену, там уже люди жили, которые более приближенные были к императору. И третья стена, проезжаешь ее, и там уже находится императорский дворец. Там же находятся императорские усыпальницы, гробницы. В общем, вот такой дворцовый комплекс. Друзья, здесь, конечно, место очень красивое. И я могу сказать, что все, кто живут в Хуэ, особенно все, кто живут на территории императорского дворца, они этим невероятно гордятся. И они считают, что их предки были настоящими императорами. Запретный пурпурный город окутан множеством мифов и легенд. Будучи сердцем императорского дворца династии Нгуен, он служил резиденцией императоров, их семей и приближенных. Ограниченный доступ и богатая история породили множество захватывающих историй. Одна из легенд, например, утверждает, что часть запретного города была проклята. В частности, император Нгуен Фуктхуан перед смертью наложил проклятие на место, где находился его дворец, из-за предательства своих приближенных. Считается, что из-за этого многие здания в этом районе часто подвергались разрушениям от природных катаклизмов и войн. Эту крепость строили французские архитекторы. Они как раз были тогда на службе у императора. Каждая деталь в цитадели, от изысканных резных крыш до лаковых колонн, пропитана символизмом. Цвета, формы и размещение зданий строго соответствуют принципам фэн-шуй, что подчеркивает важность духовной гармонии. Конечно, множество легенд также связано с судьбой наложниц императоров, которые жили в изоляции и часто сталкивались с интригами и ревностью. Ну и, конечно, как же без тоннелей и сокровищ? Запретный город, как и многие древние дворцы, окружен историями о тайных ходах и скрытых сокровищах. Легенда гласит, что под землей были вырыты тоннели для бегства императора и его семьи в случае опасности. Считается, что многие из них ведут к сокровищницам, где императоры прятали свои богатства от врагов. Сегодня Хуэ включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он восстановлен, так как в годы Вьетнамской войны он оказался в эпицентре боевых действий, и многие исторические памятники были повреждены.
Сейчас же туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть на этот древний город. Дальше мы хотели посетить еще одно культовое место – пагоду Тхен Му. Это одна из самых старых пагод Вьетнама, расположена на берегу ароматной реки. Она была построена в 1601 году. Сочетает элементы традиционной вьетнамской архитектуры и буддийского зодчества. Мы сейчас едем дальше к пагоде Тхен Му. И получается, там стоит знак такой, 350 метров нельзя ехать на машине. Но мы остановились, посмотрите, рядом вот с таким очень красивым буддийским храмом. И просто я не могла не выйти и не снять его. Посмотрите, как красиво. Вообще, какие красивые драконы. Собачки лежат на входе. На нас немножко погавкали. Но по совершенно непонятным причинам дорога к пагоде оказалась закрыта для машин. Я так поняла, что добраться до нее можно либо только на мопеде или, конечно, пешком, либо на лодке по реке. Так что мы к самой пагоде не смогли подъехать. Наперечет. Капец, куда мы заехали? Ну вот пагода там. Да, давай пойдем посмотрим. Мы заехали в какое-то место непонятное, никак не можем найти дорогу к пагоде. Но, может быть, это и к лучшему. Потом я узнала, что пагода Тхен Му известна как пагода разлучницы или пагода любовных разлук. Ну и напоследок немного о погоде. Дожди в Хуэ – это неотъемлемая часть жизни города, которая влияет на климат, атмосферу и даже на культурные особенности этого региона. Влажный сезон с его тайфунами и интенсивными ливнями формирует, можно сказать, уникальную атмосферу в городе. В общем, друзья, я рекомендую посещать Хуэ только в сухой сезон. Уверяю вас, это более комфортно. И на этом сегодня я хочу остановиться. Но наше путешествие, конечно, еще продолжается. Впереди еще много интересных мест, которые мы посетили, такие как бухта Халонг и, конечно, столица Вьетнама Ханой. Так что если видео о наших путешествиях вам понравилось, ждите продолжения. Конечно, пишите комментарии, ваши отзывы, мне будет интересно почитать. А я с вами прощаюсь. До следующего влога.